Приветствую, друзья! Вторые сутки продолжается просто истерия в мировых средствах массовой информации, потому что весь их фокус внимания сейчас сконцентрирован на итогах переговоров между Трампом и Путиным. И, конечно, весь этот, собственно, расклад сейчас на стороне Соединенных Штатов Америки. И несмотря на то, что Владимира Владимировича с помпой принимали на Аляске, сейчас конкретно мяч на стороне США. И сейчас Трампу предстоит очень нелегкая работа по принуждению Британии и стран Евросоюза к конкретным уже условиям, которые согласованы и которые уже обозначены на Аляске. И по этому поводу сейчас уже грядут очень серьезные события. При этом главный тезис Трамп обозначил фразой «Мы решили закончить войну, а не заключать временные перемирия». А это означает, что все эти логики западных стран, которые изначально были в контексте того, что сначала перемирие любой ценой и так далее, а дальше любые переговоры, сейчас вся эта история пошла прахом, потому что, очевидно, уже позиция США, она кардинально другая, и она все-таки уже конкретно в логике Российской Федерации. И, в принципе, президент Владимир Владимирович многократно обозначил, что нет смысла заключать какие-то временные перемирия, нужно заключить комплексное соглашение о безопасности. И сейчас мы видим, что это уже фактически официальная политика США. И тут, конечно, нужно поаплодировать нашим российским дипломатам, ну и, конечно же, руководству страны. Недорейхи Зеленского уже по этому поводу включили истерику и обвиняют США в предательстве и в прочих смертных грехах, хотя по факту, на самом-то деле, натовская частная военная компания ВСУ – это частная собственность в первую очередь конкретно США. Ну и, естественно, режим Зеленского, как следствие, тоже. Поэтому, конечно, подобного рода риторика, она исходит не от руководства конкретно натовского недорейха, а от каких-то третьесортных шестерок, которые в социальных сетях могут себе позволить писать подобные истерики. Завтра Зеленского уже будут ждать на ковре в Белом доме и выдавать новые инструкции в отношении договоренностей США и России. Ну и также, чтобы 2 раза не ездить, Трамп пригласил также и Урсулу фон дер Ляйен, Макрона, Мерца, Стармера. Ну и, собственно, чтобы обозначить сразу перед всеми новые реалии. Ну и, естественно, максимально жестко надавить для того, чтобы все западные страны под козырек приняли то, о чем договорился президент США. Забавно то, что Зеленский сегодня в Брюсселе начал о том, что натовскую ЧВК ВСУ отводить он не собирается с, например, Донбасса. И это, конечно же, будет идти в противоречие с позицией США, которая уже многократно была озвучена, потому что на Аляске, судя по всему, договорились про диаметрально противоположное. И, конечно же, все эти бравурные риторики после понедельника, судя по всему, знаете, куда-то развеются. Ну или иначе, в конечном итоге, собственно, Российскую Федерацию это также устроит, потому что если все-таки Трамп не сможет вразумить своих шестерок в виде Британии и стран Евросоюза на конкретные действия и на соблюдение всех договоренностей, то тогда просто русская армия продолжит наводить порядок военными методами, ну и, естественно, тогда условия для натовского недорейха будут гораздо хуже, нежели уже оговоренные на Аляске. Для того, чтобы не было никаких разночтений, Трамп сегодня даже публично в своих социальных сетях перепостил новость о том, что если все-таки недорейх Зеленского будет упорствовать и страны Евросоюза с Британией будут продолжать боевые действия, то в конечном итоге отдать территории придется гораздо больше. А это все-таки, знаете, перед встречей с Зеленским и главарями европейских стран, это, знаете, очень прямой намек. Наблюдая за всем этим, немецкий канцлер Мерц решил обозначить, что в мирном процессе США играет ключевую роль, а Европа всегда, знаете, на подтанцовке. И на самом-то деле тут он сыграл в капитана очевидность, потому что очень не так понятно, что решают в первую очередь в Вашингтоне и Лондоне. Ну а дальше страны Евросоюза, собственно, принимают под козырек.
Ну а пока Трамп заставляет учить американский устав главарей стран Евросоюза и Британии, мы видим, что русская армия продвигается вперед, и на картах можно заметить существенные продвижения. Также и даже на Харьковском направлении. Ну и, конечно же, полным ходом идет денацификация. И, знаете, домой в гробах отправляется сейчас очень много заграничных наемников. Особенно, конечно, много в Колумбию, но также не забывают и за Польшу, и за Германию, и за Британию и так далее. ВКС РФ при этом продолжают, естественно, наносить удары по всей линии фронта. И, конечно, сейчас в первую очередь охотятся за натовскими операторами FPV-дронов. И если вот подобного рода дислокацию фиксируют, то, конечно, туда летит все, что можно. И, естественно, все это дело заканчивается для натовских наемников очень печально. Интересные новости также сегодня приходят из Павлограда, потому что там даже по натовским спутникам был очень серьезный пожар на территории оборонного предприятия натовской ЧВК ВСУ. И, собственно, это предприятие, как многие говорят, очень много компонентов производило для того, чтобы ракетное вооружение, беспилотники натовской ЧВК ВСУ могли в большом количестве появляться в небе. Но сейчас эта ситуация вот постепенно сводится к нулю. Русская армия тем временем на учениях, помимо того, что осваивает дроны, конечно же, также и осваивает еще надводные дроны для доставки различных грузов, потому что сейчас это также очень рискованная история, особенно с учетом большого наличия островов между правым и левым берегом Днепра возле Херсона. И, конечно же, в этом направлении сейчас также активно работают наши российские инженеры. И, конечно же, такие вот надводные дроны, транспортировщики нам очень и очень пригодятся. Но Германия параллельно с этим передает свое самое новейшее вооружение, самые свои новейшие бронемашины конкретно в натовскую ЧВК ВСУ и демонстрирует это также публично, обозначая, что все-таки приоритет сейчас натовских инженеров, которые работают в военно-технической сфере, он направлен на вот производство оружия против русской армии. И, конечно же, эти все процессы четко свидетельствуют о том, что Германия сейчас фактически вот ведет прокси-войну против России в полной мере. И логично предположить, что, например, уплата налогов в немецкий бюджет – это, собственно, фактически вот спонсирование терроризма и прокси-войны против русской армии. И об этом, я думаю, что очень многим немцам нужно задуматься в плане того, когда и сколько платить налогов. На этом фоне в Молдове продолжаются протесты в отношении ареста Евгении Гуцул, которая находится сейчас в СИЗО. Режим Майя Санду ее туда кинул. И конкретно представитель Гагаузии, который сейчас в СИЗО, за него очень много вот местных жителей в Молдове вступились, особенно с Гагаузии. И сейчас там вот попытались они развить возле СИЗО палаточный городок. Но тем не менее полицаи Майя Санду в жесткой форме, конечно же, все эти палатки уничтожили, что опять же говорит о том, что если речь идет о конкретно натовской диктатуре, то никаких там правах человека там, или мирном протесте вообще уже речь не идет, а конкретно просто методично все разгоняет и абсолютно плевать на все. Ну и Евросоюз, конечно же, это все в упор не видит. Примечательно, что уже много дней Евросоюз конкретно хочет раскачать Сербию и, естественно, путем цветного переворота там поменять власть на ту, которая согласится срочным образом вступить в Евросоюз, потому что Сербия, она сейчас фактически окружена странами Евросоюза, и поэтому сейчас Урсуле фон дер Ляйен крайне важно, пока вот сейчас максимально благоприятная для нее ситуация, поглотить Сербию и, собственно, там, конечно же, установить уже и экономическую зону контроля в виде Евросоюза, и военную зону контроля в виде блока НАТО. Поэтому сейчас там очень активно вкладывают деньги в различные протесты, и там сейчас нападения на полицию просто возрастают. Уже много дней там выгоняют различных вот боевиков уличных на улицы, очень активно все это дело проплачивают. И, конечно же, сейчас уже Вучич заявил о том, что очень жестко будут очень скоро давить эти все протесты, потому что это уже не гражданская какая-то вот история, это уже конкретно вот внешняя интервенция.
Параллельно с этим в Китае готовятся к военному параду, и уже помимо вот новых вот БТРов, которые могут спокойно себе плавать даже по рекам и морям, сейчас уже показали даже китайцы свою торпеду, которая аналог российского Посейдона, и непонятно, может ли эта торпеда носить вот ядерную боевую часть, но с учетом ее размеров, очевидно, может. И, конечно же, эта торпеда, она очень, знаете, имеет большой радиус действия и гарантированно может доплыть до конкретно США. Но в недорехе Зеленского ситуация продолжает деградировать. Вот конкретно в Харькове полицаи и банда ТЦКшников хотели похитить мужчину, но мужчина ударил полицая ножом, потом 3 ТЦКшников ножом, и все с очень тяжелыми ножевыми ранениями отправились по госпиталям. Ну а мужик, собственно, попытался убежать, но, к сожалению, все-таки он с телефоном находился, он телефон свой не выбросил, поэтому его достаточно быстро нашли, и сейчас он отправится в СИЗО. Но, тем не менее, в конечном итоге, после прихода русской армии, он будет в любом случае героем. Ну и такие поступки, конечно же, четко свидетельствуют о том, что крайне много людей очень, знаете, серьезно ждут приход русской армии, ну и делают по возможности, конечно, все для того, чтобы это событие наконец-то произошло. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на мой телеграм обычно в описании, либо вбивайте в поисковики запрос просто Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого!